всего, вы смотрите это в Польза Лайв. Кто я? Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, больше, наверное, уже 1500 обзоров. Делаю обзоры на технику, и сейчас вы видите, как снимает фронталка у смартфона Redmi K60. И что это такое, как потом будет называться Poco, потому что обычно Redmi перед Poco выпускают, и фактически это копия. И насколько этот K60 похож внешне на Poco X3 Pro, помните, был такой 2 года назад, решать всегда вам. Я вам сегодня расскажу и покажу, каким образом данный смартфон имеет возможность одновременно с игрой в Apex стримить на Твиче. То есть я это делаю не через карту захвата, я это делаю напрямую на телефон, и опять же современные процессоры это делать позволяют, если они оптимизированы. Эта штуковина в каком-то смысле в каких-то местах лучше даже, чем Xiaomi 13. И в основном обзоре, скорее всего, я частично сравню этот аппарат с Xiaomi 13. Почему? По той причине, что пусть она и по баллам Antutu проигрывает, вы увидите, но у данной машинки, у данного смартфона есть магия. Это экран. И разрешение экрана здесь с запасом и космос. Да, он чуть-чуть больше. Да, он не выглядит с одной стороны дорого, с другой стороны вопрос дня, сколько будет он стоить в итоге. Почему? Потому что многие, кто подписан на мой телеграм-канал скидок, не забудьте подписаться, приобретали его за 29 тысяч рублей. А за 29 тысяч рублей это просто мечта, а не машина. Почему? Потому что да, вы, возможно, и получаете, так как это Xiaomi, только английский язык, без китайского. Точнее, английский и китайский, без русского. Но это одна история. А совсем другая история, что вы получаете фактически смартфон, который нашпигован до такой степени, что он может реально с теми же Xiaomi-шными флагманами легко достаточно конкурировать. Да, здесь нет защиты от влаги, но остальное, все остальное вы сейчас увидите, как он ведет себя в играх. Я очень надеюсь, что он себя будет хорошо вести. Я в нем, скажем так, уверен. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры. Почему? Потому что, скорее всего, мне кажется, послезавтра я буду стримить вот на эту штуку. Это OnePlus 11. Там тоже все понятно, по большому счету, как и со всеми железками, которые сейчас выходят. Миссии хейтить у меня ничего нет. Сегодня, еще раз повторяюсь, мы в первую очередь проверяем автономность и способность. То есть мы смотрим оптимизацию, вывезет ли оболочка плюс процессор данные манипуляции. Плюс вы сможете, если не на YouTube, вам не понравится картинка, хотя при выгрузке с Твича в YouTube она более чем нормальная, не понравится микрофон, и можете на Твиче посмотреть. Twitch также, Польза.нет называется. В записи 2 недели еще останется это видео. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал мой личный, я туда скидываю фотографии как раз с этих устройств и видео с исходниками, плюс результаты тестов. Это дело у меня в стресс-тесте Antutu перегревалось, даже без чехла, к слову. Но все сейчас вы своими глазами увидите. Переходим мы к, собственно, обзору. Обзор у нас будет заключаться в стандартных условиях. Условие номер раз. Мы заходим в Antutu, и я вам показываю, что он может. Он может 1 миллион баллов, и это неплохо. Он всего нагрелся на 4 градуса, получается 4,7. И съел не так много процентов, 4% батареи за один прогон. И из интересного, кстати, это то, что у него просто нереально круто работает сенсор. Storage тест показывает не космические 120 тысяч, как у Xiaomi 13, а только 62 только. Кто бы мне сказал, что я буду говорить только, а не буду говорить, как круто, что 62 тысячи. А сейчас вы увидите, я не знаю, насколько хорошо передаст мультитач, просто когда я тестирую мультитач, вот так вот 10 пальцев сразу не показывает мне ничего. То есть, когда я играю, реально в него играть удобно. По деталям, собственно, самого смартфона мы сейчас пройдемся по-быстрому, по его спекам, чтобы кто хотел по минимуму посмотрели и прикинули, нужен ли вам такой аппарат. Не забывайте написать, кстати, как меня слышно, видно, если не сложно. Почему? Потому что если слышно, видно плохо, то надо, наверное, стрим будет перезапускать. Snapdragon 8 Plus Gen 1, не особо он стабилен, сейчас увидите, про что я говорю, в принципе. И не верю, что он будет супер-мега стабилен. Вот вам не особо приятная картина. Вот. Пять секунд.
людям покажу. Так, у нас 98% заряда, в принципе, процент показывается. И из тестов, наверное, в Geekbench я вам еще покажу. И PCMark. Но PCMark не особо адекватно рассуждать, насколько правильно или нет показывает. 1268 и 3922. Почему? Потому что PCMark, опять же, здесь отрабатывал на максимальной яркости и максимальной герцовке. Ну и плюс с максимальной плотностью пикселей. То есть, если мы видим здесь 8 часов 7 минут, а с этим разрешением, ну это прям норм. То есть, это прям очень хорошо. А если брать Adreno 730, не 740, ну и что? Типа дисплея сами видите, что OLED-овский, батарея, все вам видно. По поводу фото и видео то же самое. Сегодня еще в личку догружу, в свой личный телеграм-канал, чтобы кто-то посмотрел. По поводу всех каких-то особых, наверное, характеристик. Always on Display, разумеется, стопроцентный. Дисплей у нас W-Quad HD+, то есть 3200 на 1440 точек. И из интересного еще герцовка. То есть у нас либо 60, либо 120, либо автомат. Но я выставлю 120 на тест. А там уже будем дальше танцевать от того, что и как где покажет. Какие конкретно поддерживаются кодеки и все остальное будет в ролике. Звонилка, разумеется, здесь есть запись разговоров без предупреждения собеседника о начале записи. Очень скромные баллы в Antutu AI. И надеюсь, что обзор вы, собственно, после этого посмотрите. Потому что, повторяюсь, в первую очередь это будет база у меня из разряда посмотреть, как это дело себя ведет по основной камере в сравнении с Xiaomi 13. Завтра, скорее всего, вечером уже обзор будет. Гоняю его уже, получается, 4 дня. И, в принципе, все понятно и без слов. До 30-ки можно бежать покупать. Свыше 30-ки я бы подумал. Почему? Потому что, опять же, если Poco выгрузит или когда выгрузит что-то подобное, у Poco все это будет, как мне говорят, глобалка, ну круче. Но с одной стороны. С другой стороны, она будет... Получается потом. Так, все, засекаем. 98%. Показываю рекомендованные настройки. Графики. Не космос. Ультра. Ну, в принципе, Xiaomi 13 гонялся по тем же настройкам, к слову. Вот. И... А зачем мне ранг? Окей. Абсолютно не знаю зачем. Но окей. Так, всем привет. Дениска, огромное спасибо, что пришел. Подскажи, пожалуйста, как меня слышно. Погодка, как всегда, плюс 32. Без изменений. И опять же, я вам напоминаю, когда мне там говорят, что вот ты там выделываешься. Я жил в Наринмаре, там было минус 52 в это время. Я жил в Мирном, я жил в Мончегорске много лет. Притом в Наринмаре я прожил 12 лет. Вот. И говорить о том, что мне не важно, какая погода, главное, чтобы интернет был хороший. Я выхожу из дома все равно не раньше 8. Я думаю, вы видите по контенту, что иногда и в 9 не выхожу. Только в ночь, чтобы ночные примеры фото и видеосъемки. А днем выхожу, наделаю по-быстрому примеров и забегаю обратно, чтобы копать. Так, секундомер я включил. Запомнили мы, что 97%, запоминаю, 97%. И часик мы погоняем его в Апексе. Как всегда, он очень долго и упорно ищет, с кем мне поиграть. Напоминаю, что микрофоны работают здесь родные, хотя я мог бы попытаться извратиться, подключить родовские и не только. Картинка, опять же, была с фронталки данного устройства. Максимум здесь не 720p, как, возможно, вам показывает сейчас YouTube. Почему? Потому что это в Твиче максимум 720p, а смартфон может в 1080p фронталку снимать. И по поводу 17 Xiaomi 13, кстати, насчет фронталки, она и так фризила. То есть после выгрузки на YouTube она стала еще больше фризить. Я не знаю, что с ним. Вот, но вот такие вот печали. Waiting for other players. Ждем мы других оппонентов. Пишем, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор, потому что у меня какой-то ступор моральный. Я накидал, какие еще смартфоны хочу накупить. Но пока, ну скажем мягко, все плохо. Новинок мало. Samsung, да, попытаюсь купить, кстати. Купить Samsung? Хотя это такой риторический вопрос. Почему риторический? Отлично слышно. Ну, это великолепно. Это вот опять же Redmi, видите? Подбородка почти нет, фронталка тоненькая. Хотя по центру. Я люблю, конечно, в левом либо правом углу
Серджей, окей, так, пока ничего, да, не фризит, вроде бы это хорошо. Будем радоваться тому, что нам дает данное устройство. И, почему-то все начало лагать. Но не у меня. Если на телефоне или когда на телефоне будет лагать, я вам сообщу. Почему? Потому что, опять же, может лагать, собственно, интернет, Twitch, может лагать ваше устройство. А потом при рендере в YouTube может что-то произойти. Я, конечно, надеюсь, что ничего не произойдет. Опа, а что это он делает, интересно такое? Что он делает, у него не получилось кратко. Ну ладно. Но здесь высокие и очень крутые уровни девайсов, которые можно набирать. Набирать и собирать. Окей. Только мне кажется, что надо наверх куда-то. Как наверх? Ладно. Окей. Так, как думаешь, покупать Samsung S20? Ну, я куплю, но опять же, вы должны помнить, что вы купите его, и потом он у вас станет дешевле в 3 раза. Ну, не в 3, в 2 раза, там, через полгода. Мне-то он интересен в первую очередь как кому? Правильно, как блогеру. То есть я его приобрести хочу как блогеру, а не для собственного пользования. Насколько хороши Samsung? Если вы привыкли к Samsung, мне они нравятся. Официально заявляю, что Samsung это очень удачное устройство. Особенно нужно учитывать, что фронталки у них цвет, блеск, красота, как у яблока. Ну, у них оверпрайс, разумеется. А у кого не оверпрайс, все пытаются заработать на покупателях. Почему? Потому что продажи смартов, опять же, падают. Но почему они падают? Все очень просто. Помимо всего, у нас же есть еще такой великий и ужасный момент, как пандемия. 2 года люди сидели и думали, как им выжить, и вообще выживут ли они. Логично, что у них потребности все ушли в совсем другую историю. Если говорить, кстати, о игре, заметьте, пинг 42, и пока все прям хорошо. Кто-то у меня там, по-моему, отстреливает кого-то, нет? Либо броню нормальную найти, и можно жить. Но пока ее не видно. Ладно. Может быть, все будет позже. Все будет позже. О, побольше у нас батареи. Так, заряд можно не брать. Так, и все. Попытались мы здесь. И вышли не туда. Все классическим образом. Бежали, но не туда прибежали. Надо бежать в зону, потому что как только зона появится... Закрыл микро рукой. Ну вот, значит, видите, так неудобно. Так. У меня тут типы где-то. Не вижу. Вот где-то они здесь. По ощущениям. Опа. О, так он прям по мне лупит хорошо так. Я, конечно, косой. Очень косой. Так, раз. 2. И теперь пошел. Но это бот, скорее всего, был. Потому что если бы не бот, меня, конечно, бы убили уже. Одна граната и все. А я тоже глупыш. Надо было... ну его, наверное, мой тип застрелил. Я просто постоянно пользуюсь видео, фотки всякими приложениями для обработки многозадачности. У него iPhone номер 13. Понятно. Так. Сейчас норм звук. Хорошо. Так, и как я вижу, да, это был бот. Поэтому я и остался в живых. В принципе. О! Здесь типа еще где-то. По звукам. По звукам флейта. Вот хорошо можно без микро играть, потому что я играю без микро, и это, конечно, не то чтобы лютейшая печаль, но печаль. Когда ты не слышишь оппонентов. Так, и вот туда, куда-то, ракету. Наверное, не туда, но я думаю, что плюс-минус близко было. Нет, не туда.
О. Тип. Не, никого я не убил. Это убили мои товарищи. Но залутался я. Вот такая несправедливость. Ну, может, я как-то все-таки повлиял. О, ничего, не шутя тут. Народ собирается. Что думаешь про OnePlus 11 Pro? А когда он вышел разве? Вышел же только OnePlus 11 или 11 Pro тоже вышел? Я не думаю, я покупаю и делаю обзоры, потом делаю выводы. Зачем думать до того, как... Опа. Так, и есть. Все, можно играть. Хорош. И... Что, серьезно, что ли? Ничего себе она живучая. Прям конкретно живучий персонаж был. Ну ладно. Как говорится, все бывает, так сказать. Карабин. Ну-ка, это что интересно? Нормально. Так, ты даешь админов в канале взаимопомощи за актив? Админов дают мои админы. То есть их уже достаточно много для того, чтобы они сами делали выводы. А зачем вам он, лорд? То есть основная миссия и вопрос всегда, зачем вам быть администратором? Если вам надо быть администратором для того, чтобы, не знаю, там, друзьям сказать, вот я админ, это одно дело. Если вы находитесь в коллективе, то есть у меня есть закрытая группа, и общаетесь там, и люди видят, что вы адекватны, конечно, они дадут админа. Никаких проблем нету. Но всегда у меня вопрос заключается в одном, во всяком случае, я думаю, что он разумен. А зачем это человеку? То есть понятно, что, возможно, это вам надо, но вопрос зачем? Кто такой админ? Админ — это человек, который контролирует, чтобы не было никаких нарушений, чтобы меня потом ни за что не поругали никто, чтобы все было потихой и спокойно. И все. Так, и что, и все. А дальше я тупанул 11, конечно. Но 11 у меня на руках, поэтому... Так, и чего? Это бесценная информация. Дальше. О, можно вот так сделать. И кто-то здесь еще один должен быть. Так, а где еще один? Очень странные дела. Давайте по одному тогда. Чтобы в группе уважали другие админы. А, нет, это не так работает. Чтобы в группе уважали другие админы, нужно общаться с ними и все. То есть смысл вам находиться в группе, где 40 человек, которые вам не нравятся или не нравятся, как они себя ведут и общаются. Я когда-то, когда на работу приехал 20 лет назад, 23 года назад, на первое место своей службы. У меня была фраза один раз, к сожалению, я ее проронил, и потом я за это очень много десятилетий расплачивался. Мне попросили кое-что сделать, я это сделал и обронил фразу, ну, это защита от идиота. И все посмеялись, а потом поняли, что они с этим делом сутки не могли разобраться. И получилось как автоматом нехорошая ситуация, скажем так, для меня. Был молод и глуп. А к чему это все? К тому, что в этом-то и смысл, что если бы я хотел быть в каком-то обществе, я бы, не знаю, не то что терпел, я бы принимал правила общения данного общества, и если оно мне интересно. И все. Так, с чего такое мнение? Админы относятся замечательно ко всем. Просто зачастую админов могут закидать наиглупейшими вопросами. У нас защита от детей. Вы уж простите, вот реально защита от детей. Я реально каждый день понимаю, что я дурак. Ну, допустим, у меня 2 камеры, Sony FX3 я не могу подключить к компьютеру, чтобы стримить на Твиче. И Mark II теперь опять к ноутбуку не могу. Но я могу честно сказать, что вот я, если пришел в чат, в котором я бы хотел узнать, как это сделать, я бы написал 1000 раз. Я дебил, я тупой, прям таким текстом. В итоге я не подключил, я подключил GoPro, и поэтому завтра у нас будет более-менее приличная картинка на стриме, посвященному розыгрышу минбендов. А к чему это все? Стоп.
К тому, что все зависит от эго. То есть там у нас админы, люди взрослые, очень взрослые, то есть неприятно взрослые, вот как мне там 40, 39 лет, там есть люди старше. И уровень сарказма и всего остального из разряда там дедовщина, как вы понимаете, ее никто не отменял. И она как раз, да, она здесь построена на том, чтобы не было детей. Возможно, вы юн и думаете, что это не защита. У меня нет миссии, чтобы канал был огромный. У меня есть миссия, чтобы туда приходили. Мне многие пишут: Саня, разбань, я с ними общаться не буду. Все. То есть человека разбаниваешь, он спокойно пользуется, как и я, поиском. Я туда прихожу и пользуюсь поиском. И все рады. Кому-то что-то доказать, вы реально готовы, там, не знаю, годами быть в одном чате, общаться с одними и теми же людьми и копать просто потому, что вам в кайф, ну хорошо. Взрослые шутейки, так сказать. У всех есть свое настроение, еще что-то. То есть, ну это нормально. Я говорю, в этом-то и смысл, что это же не сообщество для того, чтобы для сообщества, чтобы там больше было людей. Это сообщество для того, чтобы люди, которые там находились, они радовались. Да. Вот. Сейчас 5 секунд. Зачем такое правило? Спор с админом бан. Нет такого правила. Хорошо, давай. Нет, я уже веду. Я думал, срочное что-то. Давай. Это. Угу. Метафорический сарказм какой-нибудь. Я вам скажу, что я настолько тугой, что я, наверное, половину шуток не понимаю в принципе. И, ну, я понимаю людей, которые приходят первый раз и такие, в топку. Но вы можете танцевать от чего? От того, что у меня обзоры каждый день. Вот я вот копаю. Как вы думаете, какими людьми я вокруг себя буду окружать? С кем мне приятно и удобно общаться? С такими же, как я. Да, у них, у кого-то юмор другой, у кого-то там мозгов больше, в большом достаточно количестве вопросов. Но это одна история. А совсем другая история — это то, что если взрослые люди, опять же, приходят, они приходят за информацией. Что такое информация? Информация — это руки. Это ты берешь, впечатываешь, что тебе надо, правильно? И потом благополучным образом ей пользуешься. Не идут, если они видят, что кто-то не прав, они просто, окей, не прав. Если они хотят сказать, что кто-то... Стоп, а как мне сделать это? Ага. Сказать, что кто-то не прав, они это сделают лайтово, а не из разряда «я пришел к вам домой» и рассказать, что у меня дома вообще лучший паркет. Никому же это не надо. Так, а чего это? Return to Battle, ничего ж себе. Не понял. Ага. Вот это интересно. Окей. Все. Где-то кто-то наверху там. Надо бежать. Не просто спор, а туповатый спор. Это по поводу чего? В описании правил, значит поменялись. Значит поменялись. Опять же, у меня есть супер главный админ, который может и правила поменять. Это правило делает их богами. Лорд, еще раз тебе повторяю. Вот смотри, у тебя есть свой двор, допустим. В твоем дворе принято, не знаю, там, что принято? Красить скамейки. И приходит чувак, ты говоришь, можете прийти в мой двор, но у нас тут красят скамейки. Ты приходишь и говоришь, да вы дебилы, какого черта вы их красите? Вот примерно то же самое. Твое мнение, создай свой чат, общайся там с людьми как хочешь, по своим правилам. Тут же никто никого не заставляет, правильно? В хорошем смысле, не в плохом. То есть всегда нужно думать про хороший смысл, а не плохой. Так, и чего? Все, мне кажется, уже. Нет еще кто-то живой. Еще кто-то где-то живой. Да, это было близко. Всем привет. Мандалориан, привет. Ждешь 3-й сезон сериала, я подозреваю, да? Ну все. Мне кажется, это... О, патрончики. Так, как там смарт, Саня, не горячий еще? А мы посмотрим после первой катки, давайте. Я обычно так делаю. То есть мы побегаем разок
и потом смотрим, как он реагирует. Потому что смысл раньше все это делать нету. Все, мы победили. Повезло мне с командой. Мандалориан, вот как раз, к слову, еще ничего не вылетело, еще пинг нормальный, но он горячий. Он прям горячий. Кстати, у меня же есть теперь все, термоштуковина. Так, термо с внешки 40 градусов, 48, 41, 42 градуса с внешки. Если говорить про то, что он показывает, батарея 36, CPU 50. Быстрая штука. Не понял, но хорошо. Вот видите? Poco NK Free 2. Не знаю. Наверное, да. Почему нет? Почему нет? А почему бы нет? Всем, кто подписался на Twitch, огромное спасибо. Чем больше людей, тем больше я смогу вам ответить здесь. Разумеется, как мне многие пишут, но смысл тогда тебе в комментах не будут писать, смотреть не будут. Ну, может и не будут. Вот. И телеграм-канал есть мой личный. Вот в личный подпишитесь тоже. Мне кажется, что здесь ссылок нет на него. Нету. Если хотите, подпишитесь. Не хотите, не подписывайтесь. Разумеется. А к чему это все? К тому, что да, пора нам еще одну катку идти. Потому что мы прошли всего 18 минут. Нам осталось еще 42 минуты. И про смарт сказать ничего не хочется. Почему? Потому что вот какое ваше мнение, сколько он должен стоить? Какие деньги данное железо должно стоить от Xiaomi? Я про игру. Да мне просто с командой повезло. Когда тебе везет с командой, все ж хорошо, правильно? Скиф. Мультиплеер, Battle. Ничего, ищет он, ищет. Около 30-ки. Ну, он так и стоит, я говорю, я за 29, получается, покупал. Нет, я покупал его дороже. Я вообще все смарты я посмотрел, купил дороже, чем на Али. Но, опять же, я все равно человека, который мне помог сюда их привезти, вспомню. В описании я добавил, кто это. Я не советую, вообще никогда ничего не советую. Я советую покупать всегда либо в магазинах, либо в месте, где вы можете вернуть средства. Перекупы меня кидали 2 года назад на очень крупную сумму. Но покупать не через перекупов я не могу себе позволить. Это будет слишком долго здесь. На Али, да, было норм. Но вы видите уже, что, допустим, даже другим блогерам начинаю давать устройства первыми, потому что я не могу их получить. Твои обзоры топ, без воды. Мандалориан, спасибо. Спасибо. Но я говорю, еще раз повторяю, что YouTube это больше про общение, даже про технику. Если вам нравится подача, если вас это дело как-то развлекает и отвлекает, потому что, опять же, YouTube это развлечение. Даже этот стрим наш, это развлечение. Вот вместо того, чтобы пойти в курилку во дворе, мы можем поговорить здесь, правильно? Потому что понятно, что если это подростки, либо дети, то они могут рассуждать про какие-нибудь смешные, по их мнению, темы, либо, как вариант, они могут пытаться шутить. А мы, как взрослые люди, тоже можем пытаться шутить и рассуждать на тему, допустим, Oppo Enco Free 2 лучше ли, чем Realme Buds 3 Air. Лорд, вот если бы ты смотрел обзоры, вот ты мне уже сколько в чате, я благодарен тебе, что ты здесь сидишь, но обрати внимание, о чем ты спрашиваешь. Я тебе отвечу просто. Есть топ-10 наушников до $50. Есть на канале? Есть. В какой последовательности эти наушники? Ты думаешь, что я отвечу как-то по-другому? Либо в какой последовательности в наушнике в топе до $100? Ну вот видишь, Дениска, вот Дениска это человек, которому, наверное, не хамили администраторы, да, Дениска, никогда. Потому что когда человек с мозгом, в хорошем смысле, то есть ему не наплевать, это не значит, что у тебя нет мозга. Это значит, что тебе просто из разряда я пришел и я спросил, а так как я спросил, мне обязаны ответить. Хотя был топ, то есть были обзоры, потом это все дело выбиралось, что лучше. Ты понимаешь, какой уровень просто траблов и веселья должен быть для того, чтобы сделать топ. Я же делаю топы не из топов, из чужих и еще чего-то. А сначала обзоры, собственно, на девайса, а потом уже топы. И барабанная дробь. После этого я делаю топ. И потом человек приходит и говорит, а мне лень топ смотреть, ты лучше просто скажи. Ну, что я ему должен ответить? Я примерно подозреваю, что тебе писали админы. Если тебя не забанили, я считаю, что прям все повезло и все волшебно, хорошо и отлично.
топ это и есть мнение Сани. Спасибо большое, что вы... Если есть что-то на канале Польза.нет, это и есть вот то, что я хотел вам сказать. Я сформулирую так. Так, а теперь я подал приду и полутаюсь чем-нибудь. Окей. Окей. Они мне благородно дали полутаться. Не надо мне. Так, и... Что-то 10 патронов вообще как-то печально. Так, а куда нам идти? Туда. Так, там он их не расставил по звуку, просто выставил. Боже мой, боже. А по какому принципу я расставлял? И по ощущениям звука моего, да? Это знаете, как многие базируются, допустим, на... Это не камень в огород кого-то, сразу говорю. То есть я уверен, что ощущение слух, в принципе, лучше у любого музыканта. Но мы помним, что к 40 годам, мне, кстати, тоже почти под 40, физический слух у всех меняется. И вот это, допустим, штука из разряда, я говорю, что мне хватает 70% громкости, а человек, который постоянно работает со звуком, ему реально этой громкости мало быть. И он не шутит, когда он возмущается, что типа, да какого черта вообще громкость нулевая. Так оно и есть, понимаете? То есть он прям правду говорит. Потому что у нас уже каким-то образом нарушен слух у кого-то. Ну и в том числе у меня через год. То есть, подытожим, опа лучше по звучанию, по каким частотам? По каким? По 7-20 бенду? Лорд, сейчас бас. Хотя ты меня, ладно. В руках греется сильно, ну, я ощущаю. То есть, я без чехла играю сейчас. И вот 42 градуса как-то не кайфовенько, я вам скажу. Вот нет у меня ощущения вау. Опа, 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 не успеваем. Мне кажется, мы не успеваем. Сейчас его дропнут. Ага. Так, ради чего? Непонятно ради чего. Так, а патронов у меня уже все. Нету. Надо брать обратно на оружие с патронами. Саня, можешь делать обзор на наушники OnePlus Buds Pro? У меня они уже на руках, если бы вы были подписаны, не укор. У меня еще раз есть мой телеграм-канал личный. Я вчера фотографировал наушники, которые у меня на руках новые. И, скорее всего, завтра я буду фотографировать, сегодня точнее, я буду фотографировать новые устройства. Опа. Такие как телефоны. Телефонов у меня уже тоже штук 12. Так, 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 так. И чё? Вообще неубиваемая какая-то. Очень повезло. Пускай сегодня повезло, как говорится. Так, а что? Даст он мне залутаться? Даст. Ей. Так, а что у нее... Ничего ж себе у нее патронов было. Ох ты, ёшки. Мечта, а не игрок был. Ну, вот так. Все, живем. Что у нас интересного еще? Так, защита от дурака в этот раз отключена, сарказмирую. Да нет, я, кстати, вот сейчас спокойно ко всему отношусь, кроме попыток подколоть меня как блогера. Я сейчас сформулирую по поводу чего. Есть определенные моменты, которые я считаю, что в принципе не подразумевают общение дальнейшее. Опять же, если человек, допустим, не смотрит обзор, любой вариант, мне лень посмотреть обзор, я человека блочу. Любой вариант, где он не прислушивается к тому, что там есть телеграм-канал взаимопомощи, там скидок, еще чего-то. Либо момент, что я вижу, что человек не первый раз спрашивает, как купоны использовать. Для меня это вообще тоже дичь.
То есть, если ты хочешь экономить средства, то логично, что ты будешь включать голову. Если ты не включаешь голову, ну, нам с тобой вообще не по пути, потому что плохая фраза, я, конечно, не в прямом смысле ее имею в виду, но бабло победит зло. Если вы понимаете, что вы тратите, что это ваши деньги, и вы не хотите включать голову даже в этом случае, то со мной разговаривать по каким-то вопросам просто бесполезно. У всех может быть разное мнение по поводу всего, но объединять людей должно то, что человек разумный, мыслящий. Если человек разумный и мыслящий, с ним всегда есть о чем поговорить, потому что каждый профессионал в своем деле. Это круто. Так, где база? Не туда я бегу. Один вентилятор на Koi-i. Так, что взять за 780 тысяч? А почему не яблоко? За 80 тысяч 14 Pro Max можно взять. Чтобы не окирпичился. Realme GT Neo 2 нет. Ну, бессмысленно. Я вообще на вашем месте подождал бы в февраль. С 1 февраля начнутся новинки. Соответственно, все старое начнут скидывать. Я уверен, что на Али появится что-нибудь из разряда, как помните, GT2 Pro стал дешевле, чем 30. Вот такие вещи, они по-любому начнут появляться. Так, и где этот тип? Так, хорошо, подходи. Опа. Так, меня сзади лупили, по сути, да. Сзади меня лупили. Сейчас меня финализируют. Да. То есть админы могут назначить меня админом сами, если поймут, что я достоин. Да. Если поймут, что вы достоин, это чуть-чуть другая история. Вас не просто назначат админом, вас позовут в группу закрытую, в которой есть люди, которым просто приятно общаться друг с другом и с админами. Они все разные. И после этого, если все будет хорошо... Так, мне заново, наверное, лучше начинать, правильно? Он не будет меня восстанавливать. Не похоже на это. То есть GT2 Pro... Лорд, я тебя сейчас забанил. Но вот это уже издевательство. Ты шутишь? Вам сколько лет? Пиксули. Вам сколько лет? Мы полгода мусолим тему на канале, что GT2 Pro стоил до 30-ки. Народ ловил, уже скупил половину, уже продали 3 раза. А вы только сейчас спрашиваете. Что 10? 10 лет? Лорд, тогда вам надо больше читать. У меня сыну скоро будет 10. Так. Добро пожаловать в чат. Добро пожаловать. Грузимся. В этот раз меня убили. Очень неразумно с моей стороны было. Очень. Напоминаю, что игра идет через Wi-Fi и довольно хорошо, как я вижу, что через полчаса игры, сейчас проверим пин. У меня ощущение, что пин не пострадал, что все в огне. Нихао. Как-то все равно долго. Но игра, в принципе, долгая. В ноябре GT2 Pro стоил 26, да. Да, было дело. Вот человек в теме сразу, Сиренко. Ладно, уперлись в никуда. Это чисто игровой кирпич с никакущим экраном. Просто думал, что новенькое что-то покажут. А это я все смотрел. Да-да-да, Huawei это все-таки пусть популярные, как и Honor, ноутбуки, но это не Alienware, это не Lenovo, это не MSI, MSI. Да? Мне, кстати, Xiaomi 13 обзор прям вообще хорошо зашел. Поздравьте меня, наконец-то. 42 тысячи просмотров, еще суток не было. Но это называется «дайте им точку опоры». То есть нормальный популярный девайс и все. Вот. Так. Сегодня видел, кстати, у человека комментариев на ролик с 50 тысячами просмотров, 14 штук. Но это, к слову, как вы можете определить, что комментарии накручены.
довольно просто. Так, где я? Здесь. Поздравляем. Так, новенькое игровое за 80 тысяч, не ждите чуда. Ну да. Лучше стационар собрать, по мне, нет? Так, и что, мы вот здесь можем. В Train Yard. И есть. И уже что-то. Стоп. Вот здесь. Так. Есть один. И вот сейчас вот надо убрать эту штуку и потихонечку гасить их по одному. Раз. Привет, смотрел твои обзоры, но никак не могу определиться. Huawei FreeBuds Pro, я не знаю, слишком близко все. Очень близко поставлено. Вот так. Сейчас я отстреляю здесь чуть-чуть, пройду эту локацию и смогу вам ответить. Так, здесь вообще нет ничего. О, стоп, здесь тип какой-то. Здесь вот тут по звукам флейта я слышу. Ага. Так, выбор FreeBuds i, FreeBuds Pro, OnePlus 9. Возьмите FreeBuds Pro 2. Нет, не потянете? И забудьте на года, на много, в принципе, про данную типа устройств. Так, и здесь патроны кончились, здесь патроны кончились. Так, пока не волшебно все. 9T я бы взял наушники OnePlus Pro 2. Pro 2 взять и забыть. И на, не знаю, мне кажется, на очень долго их хватит. Должно. Так, стоп, а Эва? Не, все равно. Эва авто. А здесь. Опа. Вот, Spinfire есть. Наконец-то. Патронов, правда, нет. Ну ладно. Будем искать патроны под Spinfire. Подходим ближе и помогаем. Раз. И вот здесь кто-то еще стрелял. Здесь мне надо патроны по-любому. Нету. Под Spinfire нет патронов. Хорошо. Будем искать. Есть еще кто-то. Так, окей. Нету. Есть под Spinfire патроны. Есть. Все. Дальше. Саня, OLED-экран на ноутбуках. Как думаешь? Я думаю, что с февраля я сейчас куплю пару ноутбуков и буду вам рассказывать по поводу моих ощущений от этого всего. Я думаю, что круто. Круто. Это прям нереально круто. И как это будет по автономности, что это будет, я вам расскажу. Стрим останется в записи? Разумеется, да. Да. Ну, в 10 лет, конечно, вас интересует игрушка конкретная или что? OnePlus 10 Pro заметно быстрее и плавнее Pixel 7? Да. Да. Ну, не сказал бы, что прям вообще да, но да. Опять же, мне. Но не бывает. Это знаете, как мне очень часто написывает народ по поводу девайсов, сейчас я сформулирую, что вот здесь какой-то смартфон залагал, здесь залагал. Я очень часто повторяю, что, друзья, у меня есть, допустим, iPhone 14 Pro Max. Так даже он лагает в каких-то моментах. Понимаете?
То есть даже он за свои деньги там с этой системой в Binance у меня подглючивал пару раз. Но это дело не снимаю, не начинаю рассказывать, что вот там, а какие девайсы не глючат. То есть тут же еще в программном обеспечении дело, почему это не чистой воды производитель виноват. Не всегда производитель. Так, а кто мне здесь лупит? А, ничего ж себе. Так, это раз. И где он? Угу. Так. Насколько проще быть фанатом яблока? Да, ну проще реально. Не-не-не, если есть, опять же, мы же разговариваем по поводу средств. То есть вопрос, если у вас есть средства, это одна история. Если нет средств, это другая история. Вот и все. Фу, окей. Дальше. Выгорание экрана не сильно будет, но я не думаю, что мы за год это увидим. То есть не так молоды ноутбуки стали, в принципе. И чаще всего мы что делаем? Так, и чего? Почему мы не добиваем его? И под Spitfire надо патроны. Все, что мне надо, в принципе. Так, и где тут клиенты? Есть. Как-то хорошо идем плавно. Если все вместе будем идти, то мне кажется... Нет, cancel. То вряд ли что-то произойдет с нами. Так, выгорание будет через года 4. Ну вот. Уже можно будет 3 раза его продать. Но ноутбуки очень плохо продаются, давайте откровенно. Ничего ж себе там их. Кучненько. Кладем все. Раз кладем. 2 кладем. 3 кладем. Стоп. Так. Мы в зоне, А дальше, ну, у меня смарт на OLED и уже год спустя есть. Но вы со смартом больше контактируете, чем будете сконтактировать с ноутбуком, объективно. То есть вы думаете, что вы столько же времени будете контактировать со смартфоном? Точнее, с ноутбуком? Думаю, нет. Может быть, я не прав. Скажем так, вполне возможно, я не прав. Так, у них, по-моему, не было достаточное количество патронов. Ну ладно. Так, и куда? Куда? В зону, наверное. В зону туда. Можно полутаться еще. Я лютый нуб в этом, не обессудьте, пожалуйста. Но есть с 1 февраля цены... Нет. С 1 февраля вообще распродажа закончится. И мой спойлер, цены на Али повысятся еще. Вот. Я имею в виду, что на GT2 Pro цена падала. Если вам 10 лет, откуда у вас деньги на эту железку? Вы уж простите меня. Во-первых. Во-вторых, даже если есть деньги на эту железку, вы потом очумеете ее продавать. На Авито, мне кажется, GT2 прям море уже должно быть, учитывая, за какие деньги его продавали. Хороший смарт, но для чего? Всегда формулируйте, для чего? Просто зайдите в телегу, вам все объясняв. Либо вы в поиске сможете найти, как нужно объяснять, что вы хотите от смарта. Вот. Купят родители. На Алиэкспрессе они готовы морально купить на Алишке за 30-ку смартфон 10-летнему ребенку? У вас волшебные родители. У меня пока сын только лишается телефонов. Постоянно. Платина. Что платина? Опа! Не шутя. Так, слишком далеко они. Так. И сейчас они как раз подойдут поближе. И 5. Да, на YouTube, кстати, много всяких видео по поводу того, как надо выбирать смартфоны. Это раз. Здесь еще кто-то.
под Spitfire нет ничего, конечно, это такая печаль. О, тип. Наверное, думал, он один здесь такой геройский. И что щит у него крутой. А нет. Щит оказался абсолютно обычным. Так, где патрон? О, все, у него под Spitfire патроны оказались. И все, мы упакованы технически. Кто... стреляют так ядрено вообще. Опять кто-то лупит. Вот, все вижу. Побежали. Угу, да, я вижу. Один он тут. О, ничего ж себе. Хорошо он меня. Сколько так еще будешь? 18 минут. 18 минут. Там их два получается, типа. Ну что, поднимут меня, нет? Когда следующие распродажи начнутся? Докладываю вам, что сейчас распродажа идет, и она скоро закончится уже. Чего, кто-нибудь меня поднимет? Поднимут. Есть, спасибо. Так, и надо восстанавливаться. Угу, вижу его. Убежал. Нет, не убежал, попал по нему чуть-чуть. И по нему еще и лупят со всех сторон. Типа вообще крутой. Долго живет. Очень крутой тип. Марти Дерена Али. Посмотрим. We will see, как говорится. Ну все, чувак, ты и так отработал по полной программе. You killed the champion. Какой нахрен чемпион? Типа он самый крутой? Kill leader. Окей. А дальше там дешевле будет, чем сейчас на распродажах. Неизвестно, что... Ну, оно уже все, уже это такой лютый рандом. Что будет с курсом, как будет курс, вот это вот все. И где у нас клиенты все? Никого не видно. Пока. Скорее всего, там будут. G9 разведчик тоже топ, только без чипа на двойной патрон. Чита, наверное. Ну хорошо, прыгнем туда. Пока никого не вижу. Ну что, как первое впечатление от К60? Очень не нравится внешка. Не нравится. И очень нравится, что они туда запихали за эти деньги. По поводу камеры и всего остального, опять же, лучше делайте сами выводы, посмотрите. Я думаю, что вы оцените. Так, и где тут? Вот там типа какие-то. Вот, вижу. Надо, наверное, подходить к нему. Все. Чемпион. И если так критично пара тысяч, то значит берешь на последние. Ну да, так оно и бывает. Дмитрий Гордиенко, привет. Приятно тебя видеть. Что у меня, кстати, по статистике? 11 киллов. Вот, то есть я был не худшим.
я был не худшим, а нас осталось 14 минут выяснить, насколько живуч данный смартфон. Я вам скажу, что он греется. Но сейчас он не разогрелся больше, чем до этого. Это здесь, то есть 36-52. Но, если брать, опять же, термометр внешний, как корпус разогрелся, по ощущениям он меньше уже погрет. Да. Ну, понятно, отсвечивает, надо стикер класть. Ну, вот 38. До этого был 41. Не знаю почему, но, в общем, он стал меньше греться. Павла, привет. Я хочу именно GT2 Pro. Ну, а что тебе мешает? И последний заход. А сколько еще в так будешь и куда дальше? Я не знаю, что будет завтра даже. То есть, прямым текстом я не знаю. Я не планирую ничего. Вообще. Единственное, я планирую день. То есть у меня есть план на месячные обзоры, что я хочу купить и все. А дальше я не думаю ни о чем. А насчет того, что я делаю и как делаю, а какая разница? То есть я часто повторяю, что я бы жил и в одиночке, дайте мне гигабитный интернет и доступ к железкам. Можно сказать сплюнуть, но не знаю, мне уже 39, нормально я пожил. Здесь есть гигабитный интернет, хорошие виды для того, чтобы тестировать смартфоны и доступ к девайсам. При том, как вы уже можете заметить, хороший доступ. Привет. В РФ мне перекупы не дают. Ну, то есть они мне дают, но они дают мне после всех, и меня это дело не устраивает. Сейчас я какие-то все равно железки успеваю обозревать первым, одним из первых. Окей, первым. Что-то первым. Если, опять же, обратно, то первым я точно не буду, потому что вплоть до того, что там был вариант выкупить Poco заранее, ну, китайцы были готовы, русский офис сказал мне не давать. Это я не ною, это вот просто, чтобы вы понимали всю кухню по железкам. Ну, не давать, окей, то есть расскажу потом, когда куплю. У меня есть гигабит, железок мало. Андрей, все зависит от желания. Железку можно на один девайс, посмотрите мои старые обзоры, когда у меня не было возможности, да и желания даже, да и не было столько железок обозревать. Я там мог сделать на Mi Band 6 4 обзора. Ты берешь простой браслет и делаешь 4 обзора. Набиваешь руку, во-первых, копаешь плюсы, пытаешься минусы и все остальное. Но у меня, видите, у меня эта психология просто-напросто из разряда я хочу знать все. Хочу попробовать все, протестировать все. Поэтому я, скорее всего, и ZTE-шек опять закуплю. Напоминаю, что я купил, несмотря на то, что кричал, что это третий эшелон, все ZTE, просто их забрали у меня в Турции. То есть у меня забрали 10 смартов, в том числе и ZTE-шки тоже. И нет, не вернули. И да, это встревало почти на 700 с лишним штук. N2 пока не подумал брать. Нет, я буду его заказывать, то есть подумал. У меня сейчас обкатился этот момент с этими устройствами. Все, они пришли. Через там слезы, пот, там утрированно мне сказали в четверг, что все хорошо, они пришли. А в среду человек, который не бельмеса по-английски и по-русски, на любых других диалектах, за 100 рублей. Ох ты, ешки. Везет тебе за 300 тысяч рублей девайсов. Ну, стресса достаточно, но я говорю, зато видите контент. Контент интересненький. N2 куплю сейчас. Однозначно. Ну, вопрос какой? Глобалки, если есть. Если есть глобалка, 99,9 в периоде. Если нет, то, наверное, еще надо думать. Ну, а чего думать? Раскладуху хочется. Мне кажется, что есть там глобалки. Ну, а N2, если я куплю, мне кажется, то 99, что я его оставлю. У меня какой-то парк устройств, которые я вообще никуда не деваю, он все больше и больше становится. Не просто там лежат, а их реально под какие-то задачи свои используют. Так, здесь где-то тип. Где-то тут тип. Есть вот тут. И он здесь. Скорее всего, идет к нам. Так, он внутри здания, значит, наверное. И что, и где он? Ага. Ну, хорошо. Винтовка лучше, чем... Хотя не всегда, но чаще да.
Только лучше другой. Нет, нужно этот. Винтовка с 6 патронами. К чему это все? И к тому, что, окей, так как это стрим, и пусть он будет даже в записи останется, я вам официально заявляю, что здесь жизнь дешевле, чем у нас. N2 глобалки не будет. Ну тогда буду от этого танцевать, что ее не будет. Какие у меня еще варианты? То есть здесь жить реально дешевле. Во всех смыслах. И в плане гаджетов, и в плане всего. Здесь мобильный интернет, чтобы вы понимали, на год 2000 рублей у тебя он, ну, понятно, что там только интернет и звонков по минимуму, но вот так. Притом 5G, очумевшая. Если брать продукты, то же самое дешевле. Ну, все дешевле. Вот. Так, есть. Почему не берет? Ага. Все вроде. Можно воевать по мелочи. О, где-то типы. Не вижу. Вижу. Вижу заруб, не вижу типов. Вижу типов, вижу заруб. В здании. Позволил мне полутать. Очень мило с его стороны. Так, и тут где-то заруб. Пам-пам. Добрый день, архитектор. Добрый день, Павла. Так, что-то я как-то вообще мимо всего. Ну ладно. Шотган — это бесполезная штука. Мне кажется, мы вообще в очень плохой зоне в плане лута. Либо это мне так не везет. Что движники вообще нулевые по железкам. Так, а что здесь лежит? Бэкпак. Шилдовская. Лонгган. Может, вот этот вот взять. Наверное, надо идти в зону. В Тае всегда 32. Мне кажется. То есть, ну, как бы, притом здесь даже местные потеют. Я не знаю, может быть, просто после того, как я в разных регионах мира, наверное, уже жил, мне здесь, я не потею, мне не жарко, мне не холодно. То есть, для меня это просто вот, как будто в Волгограде каком-нибудь у тебя убили всех насекомых, нет адского солнца и вот всегда лето. Очень комфортно. То есть забанили. Где забанили? Кого забанили? Где кто-нибудь? Мне вот ради интереса хоть раз снайперку посмотреть. Ага. Там где-то типы. Ага, я не докину. Ладно. Можно сбегать к нему. Пам-пам. Угомонись. Лордс. Закрепить. Подарить. Ну, все. Ребенка больше нет. Забанен. А почему он не это? Все, забанен вроде бы. Лорд забанен. Дети слишком много внимания требуют. Да? Так, где тут типы? Вот типы. Что-то непонятно. Их 3 одинаковых или это клоны его? Это по сути не клоны были, прикиньте. Очень странное дело. Что за оружие у них было? Есть какая-нибудь нормальная пушка? Не, у них вообще ничего не было. В этом и магия. Так,
Лорда больше нет. Так. День добрый. День добрый. Что здесь у нас интересно? Брать. Ничего. Нигде интересного нет. Может, кого взять? Хотя бы. Не, лучше все-таки снайперку оставить. Может, и правда поиграю снайперкой чуть-чуть. Привет, Дениска. Open. Добро пожаловать в чат. Так, медкиты. Да нет у меня там ничего, чтобы заказать. И... Кстати, сколько у нас? 57 минут. Я прямо ощущаю, что уже 2 минуты и все. И надо все это дело заканчивать. Вон идти. Кто бы что ни говорил, в зоне всегда комфортней. АКБ сильно поедает, засекали сколько было. Для этого мы и играем. Через 2 минуты я вам скажу, сколько съела. То есть в этом-то и смысл всех этих перипетий с Твичом, чтобы я в онлайне показал, сколько пожирает процессор. Потому что, ну да, нагрузка больше, и он ест больше, чем если бы вы просто играли. Но по мне все равно плюс-минус одинаково. Вот сколько я не тестировал, там разница в 1% обычно. То есть то, что мы видим сейчас при игре в Twitch, может быть, если часа 3 играть в Твиче, то будет разница больше. Пока разница по мне минимальна. И еще раз обновимся. Middle Area. Со средней степенью лута. Потом боеприпасы под крутые пушки есть, а крутых пушек, собственно, нет. О, типы там. Не вижу. Он, скорее всего, их вынес. Хотя нет, сейчас уже, скорее всего, либо не совсем тупые боты должны быть, либо не боты. Поэтому быстро их, тем более 3 против 1. Не, он уже победил. Там, по сути, 1 остался он. О! Нет, не Рэмпэдж. Ну, хотя бы Волт. Волт уже хорошо. Лучше, чем снайперка. Что-то кто-то мне подкинул. Не. О! По-моему, блин, фрагов 500 набрал. Из 100. Да, все очень скромно. Так, забаньте лорда. Уже забанил. Ага. Он забанен. Я не знаю, в чем прикол. Вот такие дети пошли. 10 лет. Это у нас называется в чате вечный бан. Да? Все знакомые лица. 12:20, воскресенье. Кто чем занимается, кстати? Так, Волт есть, все. Остальное все в огне.
Пока все тихо. Готовлюсь идти на работу. Воскресенье. Надеюсь, Андрей по двойной ставке сегодня. На сутки. Кушаем апельсины. Апельсины это вкусно. Ну вот, я есть захотел. Так, ладно, шучу. Час ровно прошел. Мы обязаны сейчас замерить, сколько у нас осталось АКБ. 78. Было 8. То есть итого мы имеем 19%. 19% заряда в час. И это прям круто. Twitch с Apex 19%. Кому, опять же, полезны такие штуки? Опять, ну, снова, для меня это в рамках пруфов. Мне проще говорить на YouTube, что смотрите на лайве, запись по поводу всего, лагает, не лагает. Смарт не лагал, первые 15 минут грелся еще больше. Из Твича не вылетал. Фронталка, как вы видите, вот меня полностью устраивает. Вы можете сравнить, как работали фронталки на Xiaomi 13 том же. Прошлый обзор, к слову. Спасибо большое, что зашли. Завтра, скорее всего, будет на К60 обзор. Сегодня, кстати, на OPSE часики. Вот. И они классные. Сейчас гоняю Oppo в тестах. Интересно именно сравнение с GT2 Pro, увидеть разницу. И есть какой-нибудь? Выжил таки. Кто выжил? Не знаю никого. Все были уничтожены. Так. Мясо тушу. Когда 60 Pro обзор? Ну вот он у меня здесь тоже. Я посмотрю, как на К60 народ среагирует. Если понравится, то, скорее всего, после OnePlus. Если нет, то плюс-минус через неделю. Давайте так договоримся. Может быть, кстати, я сделаю розыгрыш вместе с прожаркой какого-нибудь из девайсов. Того же либо К60 Pro, либо OnePlus. Вот. Потом будут IQ Neo и Neo Racing Edition, как все и просили. GT2 Pro стабильнее, вот она и матрица. Всем добра, подписывайтесь, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Приходите на Twitch, подписывайтесь на Twitch, пообщаемся, скоротаем часок. Чат, ты похудел. Чё-то ты похудел, кто похудел? Это в плане бороды и все. 76 килограмм, 25 лет. Дмитрий Гордиенко, счастливо, Бизон счастливо, Андрей Сиренко, Дениска, Голден Алекс, архитектор и Книж Батишка. Всем, кто был и кто сейчас здесь. До свидания.